Давайте первичный контур, вот этот вот, настроим на какую-то частоту. Здесь у нас будет конденсатор, вот этот вот 200 нанофарад. Для этого мы сейчас замеряем индуктивность данного контура и сделаем расчет на калькуляторе. На частоте 1 кГц индуктивность контура 814 микрогенри. Давайте произведем расчет контура. 815 микрогенри, емкость конденсатора 200 нанофарад. Итого частота, на которой этот контур будет работать, 12,46 кГц. Вначале мы подключим только одну из катушек одним каналом генератора. Так, расчетная частота. Вот где-то здесь максимальная точка резонанса, частота 11 кГц, расчетная была 12,4 кГц. Есть погрешности небольшие, практически совпало. Теперь давайте подключим данную катушку двумя каналами с генератора по типу пуш-пула. Для этого нам надо соединить центральные вывода и настроить генератор по принципу пуш-пула. Для того, чтобы настроить генератор, чтобы он работал по принципу пуш-пула, нам нужно, во-первых, сместить фазу одного канала на 180 градусов. Во-вторых, нужно синхронизировать каналы по частоте, чтобы вращением регулятора, данного регулятора, менялась частота сразу на двух каналах. Для этого заходим в меню системы, находим синх, что значит синхронизация, и видим вот синхронизация по частоте, синхронизация по форме волны, амплитуда, скважность и еще что-то. Вот мы включим синхронизацию по частоте. Теперь мы видим, что у нас оба канала меняются одновременно, частота. При этом они, сигналы с обеих каналов, в противофазе. Так, включим у нас один канал, подключаем второй. И вот что происходит. Видим, амплитуда упала. Также видим, что это
Не первая гармоника, а скорее всего или третья, или пятая. Давайте настроим. Найдем первую гармонику. Вот, где-то вот здесь, на частоте 58,1 кГц. Хотя наша расчетная частота была 12 кГц. Почему так получается? Дело в том, что когда мы включаем наш контур в данную катушку, вот таким образом, по типу push-pull, изменение индуктивности контура нужно производить немного по-другому. Видим, индуктивность нашего контура 820 микрогенри. Но эти показания, они некорректны. Если мы собираемся подключать нашу катушку по типу push-pull, серединка вот у нас тут замкнута, для измерения нужно замкнуть вот эти крайние провода. Видим 58 микрогенри на частоте 1 кГц и 36 микрогенри на частоте 10 кГц. Давайте произведем расчет с этими значениями. Итак, вместо 815 микрогенри подставим новое значение 36,2 микрогенри, и мы получаем расчетную частоту 59,1 кГц. Вот она, первая гармоника. Вот максимальная точка резонанса, где-то на частоте 58,2, 58,3 кГц, что очень близко к нашей расчетной 59 кГц.